Ладно, слушайте. Есть определенные криптовалюты, которые надо покупать в 2023 году. И те, про которые я расскажу в этом ролике, должен приобрести каждый криптоинвестор. Это очень важно, будьте внимательны. Начинаем прямо сейчас. С вами Крипто.ру, канал крупнейшего ресурса о криптовалюте в Рунете. И мы перевели для вас видео с канала The Crypto Factor, в котором автор делится секретом, какие криптовалюты следует покупать в этом году. Не переключайтесь. Привет, ребята. Это Brief Advance. Помните, Пол не финансовый советник, но он хорошо выглядит. И это не финансовый совет. Пожалуйста, подпишитесь внизу и посмотрите мой канал Brief Advance. Чао. Итак, мы в 2023 году. Начинается бычий забег, и мы ждем халвинга биткоина и его огромного, потрясающего роста. И хоть еще очень рано, именно сейчас стоит создать основное портфолио в ожидании бычьего забега. Она может изменить вашу жизнь. Это ваш шанс получить огромную прибыль, расплатиться с долгами, помочь родителям, купить машину, купить девушке мороженое или сделать еще что-нибудь, что вы хотите сделать с этим огромным сочным профитом. Определенно есть криптовалюта, которые надо удерживать в 2023 году. И стоит купить в ожидании приближающего массивного бычьего забега. Есть одна вещь, которую люди делают неправильно. Они инвестируют в блокчейны первого уровня. Они не вырастут, они не вернутся. То есть да, есть старые криптовалюты, динозавры, которые могут хорошо себя показать. Но это сложнее, чем выбирать новые криптовалюты или те монеты, про которые мы знаем, что они хорошо себя проявят во время бычьего забега. Есть много криптовалют, которые можно держать и про которые мы поговорим в этом видео. Но есть одна криптовалюта, которую вы обязаны приобрести. И пожалеете, если не сделаете этого. Перед тем, как я расскажу вам про нее, давайте поговорим про криптовалюты, которые вам следует хранить. Которые хорошо себя проявят или могут хорошо себя проявить. Первое – эфириум. Основание у него есть. PayPal создает твой стейблкоин на базе эфириума. Много всего происходит с эфиром. Я не жду, что он опустится ниже 10 тысяч долларов во время бычьего забега. В общем, нужно хранить эфириум. Большинство экшена происходит на эфириуме. Да, есть оппоненты, но когда речь идет о DEPS, то эфириум – король. Также есть ETF эфириума, который может появиться на горизонте, когда выйдет ETF биткоина, и так далее. Много всего происходит с эфириумом. Номер 2. Solana. Да, я знаю, что она не всегда онлайн, у нее много проблем. Однако люди не знают, что цена держится несмотря на все эти проблемы. Причина в том, что у криптовалюты много инвесторов, и за кулисами происходит много всего. Если говорить о Solana, а мы поговорим о ней в отдельном видео, то давайте скажу еще пару вещей. Первое, они разрабатывают собственный мобильный телефон. Люди думают, что они хотят войти в сферу телекоммуникаций. Неа. Скорее всего, Solana пытается попасть в мобильный гейминг. Они хотят стать игровой платформой, занять нишу криптовалютных мобильных игр. Для этого они создают собственный телефон. Подробнее об этом в видео, которое я сделаю в сентябре. Но вообще они хотят войти в мобильный гейминг. Хотя у них много проблем и связь падает, они все время возвращаются и цена держится. Почему? Давайте объясню. Посмотрим на это с другой стороны. Windows постоянно падал. Сколько раз те, кто еще помнит, видели печально известный синий экран смерти? Вам приходилось переустанавливать винду, переустанавливать все программы. Мы называли Windows XP Extra Problems, экстра проблемы, а Windows ME More Errors, больше ошибок. Понимаю, звучит забавно, но так оно и было. А сейчас Windows захватил почти весь рынок настольных ПК и компьютерных игр. На какой OS вы сидите? Скорее всего, на Windows, если только у вас не устройство Apple. Linux стоит мало у кого. Вот это происходит из Solana. Они исправляют ошибки по мере их появления. У них есть поддержка, они это понимают, и это отражается на цене.
Еще одна криптовалюта, которую вы должны хранить у себя, это Link или Chainlink. Слушайте, если вы верите, что эфириум сработает, вам нужен блокчейн Oracle. Они берут информацию из блокчейна и переносят ее в другой блокчейн. Link делает это для эфириума. И если эфириум хорошо себя проявляет, то угадайте что, Link тоже хорошо себя проявляет. К тому же они сотрудничают со Swift. У них есть много партнерских соглашений, о которых следует знать. Говоря о Swift, еще одна криптовалюта, которую стоит держать у себя, это XRP. Хоть и не по причинам, которые озвучивают крипто и XRP-инфлюенсеры. Видите ли, я не согласен с большинством XRP-инфлюенсеров насчет того, что XRP вырастет до 10, 20 или даже 50 тысяч долларов. По-моему, это бред собачий. Однако я считаю, что XRP хорошо себя покажет и храню ее в своем портфолио, как и все криптовалюты, про которые говорю в этом видео. Если XRP преодолеет рубеж в $1 и зафиксирует новый исторический максимум, то мы можем увидеть цену и в 4, и в 7 долларов, может даже 10 долларов, но это очень оптимистичный прогноз. Это, конечно, если они не вывалят на нас еще токенов. Вот поэтому я и говорю, что сначала цена должна набрать $1, затем $2, затем исторический максимум, чтобы все прошло хорошо. Но мы не знаем, сможет ли. Можно и придержать у себя немного XRP для вложений. Я считаю, что соотношение риска и награды хорошее. Всегда можно продать монеты и купить что-нибудь еще, если считаете, что это вам не подходит. Еще валюты GRT или Graph. И, конечно, AJAX, также известная как SingularityNet. Я говорю про эти две криптовалюты из-за ИИ. Singularity – это эталон, если речь идет об ИИ криптовалютах. Мы говорили про нее несколько лет назад, но уточняли, что она еще не готова. Что ж, я считаю, что во время этого бычьего забега мы увидим рост многих ИИ криптовалют. GRT же не напрямую связана с ИИ. Это платформа, которую надо использовать для ИИ. Как вы используете Link в роли оракула для эфириума, так и GRT используется для создания систем ИИ блокчейнов. Я продолжу, назвав Decentraland и Sand, связанные с метавселенными, а также ApeCoin и Dogecoin, мемкоины. Конечно, есть другие криптовалюты. Это не видео о портфолио, это не полное видео. Но я хочу поговорить об одной криптовалюте, которую надо хранить у себя. Нужно диверсифицировать портфолио, а прибыль выводить в нее, если вы хотите преуспеть во время следующего бычьего забега. И не надо просто выключать видео после того, как я ее назову. Важно, чтобы вы понимали причины, по которым я упомяну эту криптовалюту. Это биткоин. Почему биткоин так важен в этом цикле? В этом бычьем рынке, предстоящем бычьем рынке. Во-первых, биткоин начнет делать то, что и всегда – высасывать ликвидность из альткоинов и расти бешеными темпами. Если вы никогда раньше этого не видели и не испытывали, то это невероятно. Особенно то, насколько биткоин большой, что может себе позволить делать это – двигаться в этом направлении. Также есть ETF биткоина от BlackRock. Фирмы по этой причине будут заходить в биткоин. Люди спекулируют по поводу криптовалют, рассуждают, сможет ли какая-нибудь из них проявить себя лучше биткоина, по крайней мере на короткий срок. Но вы должны понять, альткоины делают вас богатыми, а биткоин состоятельными. Биткоин падает меньше, чем альткоины. Он сохраняет свою ценность. У него единственного есть гарантия возвращения утраченных позиций. Но может еще эфириум. Сейчас биткоин – это твердые деньги. Это самая безопасная криптовалюта, которую вы можете получить. Она даст вам прибыль в размере от 5 до 10 иксов со временем. В этом бычьем рынке или в этом бычьем рынке или следующем. Биткоин может изменить многое для вас. Вы также храните что-то, что не так сильно упадет. Есть доказательства концепции. Биткоин более безопасен. Представьте, что вы продали свой дом. Вам пришлось бы выбрать одну криптовалюту и держать свои сбережения в ней в течение 10 лет. В какой же? Если вы назвали что-то кроме биткоина, то вы плохой инвестор. Вы не понимаете соотношение риска и награды. Вы не понимаете принципы твердых денег. И вам надо учиться. Извините, более мягко сказать не могу. Ну ладно, надеюсь, что это видео вам поможет. Посмотрите вот это видео или вот это видео. Не забудьте подписаться. Увидимся в следующем ролике. Вы посмотрели видео с канала The Crypto Factor, переведенного редакцией Crypto.ru на русский язык. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые, интересные выпуски. Также смотрите оригинал видео на канале автора по ссылке в описании. Пока-пока.